Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Game, и сегодня мы будем играть в игру под названием Алана Уэйка 2. Да, наверное, все ее уже слышали про нее, она взяла очень много наград. Как-то я прошел мимо этой игры, но сегодня решил, что все-таки стоит с нее поиграть, поэтому я ее купил, и давайте ее запускать. Я выставил параметры на максималку, и, собственно, давайте играть. Смотрите, наверное, я возьму обычную, потому что я всегда беру обычную. Что такое история? Бои не будут представлять сложности. Не-не-не, так не хочется. Вот непростые войны, чтобы выжить, научиться использовать... Да, вот, наверное, обычную возьму, потому что сложное что-то такое уже страшное. Кошмарное вообще нет смысла. А историю это слишком легко. Берем обычную и запускаемся. Так, как я уже написал в стриме, я не играл в первую часть, я абсолютно не знаю, о чем эта игра и о чем какая тут предыстория. Поэтому давайте вместе разбираться снова к истокам. Все мы надеемся найти. Иногда мне кажется, что пока надежда жива, знать всю историю и вовсе не обязательно. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Да, какой-то мерзкий мужик лезет. Пока ничего не понятно. Неужели я буду за него играть сейчас? Блин, правда, я за него играю. Хорошо, вот он мой мужик. Ну, спасибо оператору. Блин, нет, все-таки я могу посмотреть, поэтому я буду держать камеру вот так повыше. Здесь мы ничего лишнего видим. Так, а что-то могу драться? Нет, просто за него надо идти. Ну, давайте идем вперед. Очень странно. Это он плачет, этот мужик. Не знаю, куда идти. Так, я, пожалуй, у себя в комнате выключу свет, потому что мне очень светло. А хочется все-таки какой-то, чтобы был у нас. Да, вот так. Так гораздо лучше. Что делать? Куда идти? Ну, давайте идти вперед. А, вот смотрите, я вот здесь очнулся, значит, надо пойти. Ну, пойдемте сюда. Ага, да, все правильно идем. Какая-то машина стоит. Кто это? Кто это сказал? Хорошо, пойдем дальше. Да, мне на самом деле не очень жалко этого мужика. Я не знаю, кто это, где он очнулся. В этом целом, даже если его сейчас убьют, вообще пофиг. Мне бы какую-то предысторию понять, а что это, кто это за мужик, что он делает, почему голый вообще в каких-то болотах. Ну,
Ну да, какой-то... Чего? Это же страшно. Так, вот, началось, да, для быстрого бега, наконец. Конечно, я хочу побыстрее пробежать все это, чтобы уже пошла какая-то игра. Вообще ничего не понятно. Ну, мы бежим. Да, эти вспышки хоррора, на самом деле, они в фильмах мне не очень нравятся. Посмотрим, как будет сейчас в игре это все делаться. Потому что это как-то больше раздражает, чем пугает. Любой эффект называется. Но вот где-то проходят эти звуки, я пытаюсь так обернуться, посмотреть. На самом деле нет, нигде они не кричат. Я слышу их вот в левом верхнем где-то углу. Но на самом деле их там нет. Ну, какая-то будка. Я думаю, нам надо зайти в нее. Вот. И что тут? Ну тут ничего нет, конечно же. Просто будка. Хорошо. Ну, вот там какой-то свет. Пойдемте на свет лучше. А, видите, тут специально положили бревна, что я туда пройти не могу. Ну, значит, надо идти туда, где можно идти, и, собственно, не выбирать особо. Ну вот, вот машины, давайте, какие-то еще ходят. Да, я прям на бандитов побегу, мне пофиг. Быстрее, давайте. Ну и что? Убейте меня, да, пофиг, давайте вообще. Все равно. А, видите, меня не убили все-таки. Они просто что-то сделали со мной. Так, и что они будут со мной делать? Походу, какие-то подростки увидели этот культ и за ними они погнались. Но пока непонятно вообще ничего, что происходит. Наверное, так и должно быть. Может быть, мы чуть-чуть попозже сейчас все узнаем. Давайте смотреть. Что происходит? Hey, kiddo. How are you? Ну вот история. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley.
You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Wait! Hey! Over here! Hey there! Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look.
Так, что мы тут видим? Мы видим нашу доску с уликами на ней. Прям все прям как будто мы настоящий детектив. Да, здесь красные ленточки. Не знаю, где они берут эти красные ленточки, чтобы все это обвязать. Но очень смотрится очень правдоподобно. Какие-то предыдущие убийства. Мы про них на самом деле ничего не знаем. Но, чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Я понял. Это быстро различается. Единственное, что мне трудно сдать, причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки после кончины оказалась в воде. Синяки на запястьях и ногах. Глубокая рана груди и сердца отсутствует. И все тела раздуты. Труп упал в воде, вот почему так раздуло. Но только одну жертву обнаружили в водоеме. Здесь последняя жертва умерла от травмы крови, совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. На двух убитых видны синяки, жертв связывали ремнями. Хорошо, портрет убийцы давайте посмотрим. Что это такое? Поговорить с кем-нибудь. Видимо, это как... Не знаю, что это за кнопка. А это что? Что? Это, видимо, вот чтобы такая вот штучка появилась внизу, надо нажать здесь что-то с кем-то поговорить. Ладно. Смотрим. Посмертные татуировки на тело. Тело третьей жертвы испещрено татуировками. Убийца пытается что-то сказать, или в ком-то просто умер художник. Жертвы не обладают схожими особенностями. Кроме года исчезновения, между ними нет ничего общего. Возможно, убийца, спортсмен или охотник. Травма грудной клетки напоминает сделку туши мясником. Дела у меня пустые. Ну что ж, пойдем. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home.
You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. That's not right.
Да, походу разместить картиночки можно только там, где куда они действительно попадают. Эти картинки сюда не подходят. Попадают с предыдущими убийствами. То есть нужно вот именно показать какие-то другие картинки, должны быть, которые должны ответить на этот вопрос. Хорошо. Можно расположить на открытых вопросах. Нет, ни один из них не работает, смотрите. Надо сделать. А, вот как. Я понял, надо прижать поближе к табличке. Хорошо. Вот. Сюда она влезает. А, вообще надо, походу, на вот сюда. Во, я понял. Надо наводить на вопрос. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Так, у нас есть 3 цели. Исследовать место преступления, узнать о жертве и разузнать об убийце. Вы можете рассматривать доску зацепок дальше или уйти escape, чтобы собрать новые улики. Ну, что-то пока нечего рассматривать. У нас появились несколько вопросов. Смотрите, жертва, кто все-таки этот был мужик жирный, либо убийца, либо несколько убийц, да, хорошее. В чем из этого вопроса следуют вот эти 2? Окей, давайте Who is our изучать. victim? Who killed him? Да, этот вопрос Need to find интересный. more clues. Посмотрим. Так, а это что такое? Large amount of blood on the table. The victim died here. Много крови. В целом понятно, если вырезаешь сердце, то будет много крови. Ну ладно. Так, а тут что? Multiple people were here. Multiple killers? Это следы. Интересно, могу использовать фонарик? Я бы посветил сюда. О, включить-то вот непонятно, что надо нажать. Окей. Was he killed here or brought here after? For display. Не могу как фонарик включить, ну ладно. Что у нас тут? Какая-то лавочка с бутылками. Походу сидела молодежь. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Возможно, они его поджидали здесь.
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Это штатив, который валяется. Да, кстати, возможно, тут кто-то все-таки что-то снимал. Хорошо, давайте дальше посмотрим доску зацепок. Будущее. А, это как раз штатив и холодильник с бутылками. Тоже на будущее. Сейчас их нельзя применить. Но зато мы теперь можем применить многочисленные следы разных ног. Это как раз к убийце относится. Вот, да, точно. Потому что все-таки слишком много следов. Скорее всего, убийца был не один. Да, действительно, он был не один, согласно ролику. Сейчас посмотрим. Так, что у нас еще есть из зацепок? А есть у нас такая фотография обильной брызги крови на столе. Но как это относится к убийце или убийцам? Это, наверное, к жертве относится, кстати. Опс, нет. Что, опять к убийце относится? Да. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. А, типа, то, что они бардак оставили. Возможно, кто-то прервал. Хорошо. Это что такое? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Это, видимо, откуда мы шли в самом начале. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Там еще. Asshole. I've been doing some deep research online, and I know that confidential matters confidential. I guess if the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke. О, что-то еще. Треугольники, символы какие-то. А это что такое? Anderson. Hey, Забылся выполнить следующие шаги. can we? A creepy twig sculpture? Поспи. Wonder what's inside. Ну, I давай should take a откроем. look around for a way to open this thing. Не можем, да, открыть? Хорошо, попозже откроем. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Может там такие... Помой руки, достань курицу из холодильника. Давай посмотрим. Не, здесь вообще ничего не понятно. Хорошо, попозже найдем. Там внутри. Так, здесь вообще ничего нет у нас. Давай зайдем внутрь.
Так, а вот и первый символ, смотрите. Но почему он такой странный символ? Хорошо, этот символ действительно был на том замке. Давайте его запомним. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Помой руки. А, все, я понял. Вот тут моются руки. Вот этот символ, это первый. Достань курицу в холодильник. Вот этот символ, это второй. И дальше поспи. Вот он символ третий. Стрелочка вправо. Давайте запомним теперь. Значит, начинают треугольнички наискосок так. Потом друг вверх-вниз. И вот так вот. Посмотрим. Пока не забыл. Так, начинается все наискосок. Вот так вот. Потом. Потом как-то вот это. Дальше стрелочки вправо-влево. По-моему, были вот так. Отлично. Если ты не един, с деревьями руки прочь. Странно. Хорошо. И тут я взял какие-то боеприпасы себе и еще взял непонятно, да? Смотрим. Я взял какую-то картинку. Открыть. Перевязка. Я взял набор для перевязки ран, значит, восстанавливаю здоровье и патроны, стандартные патроны для пистолета. Хорошо. Это лежало в этой коробке. Так, зачем мне фонарик? Фонарик мне не нужен. Угу. Ну, здесь я больше ничего не найду, пойдем дальше. Тут что у нас? Мне бы на пляж прибежать, где-то все началось. Так, это что такое? А, это вот, наверное, как раз там, где вот эти студенты жили. Какая-то палатка. Запишу на случай, если все повторится и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство. Накатило в четверть второго ночи. Я только уговорил бутылочку Ахма на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На небе было полно звезд. А вот луна не удосужилась показаться. Как и ожидалось, чувство вело меня мимо Брайт-Фоллс, к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль, сочетание этого всего, чтобы случилось то самое. Это, видимо, точка, да. Трясся от мысли, что оно может случиться. А оно все не происходило. Той ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм, объектов, безрезультативно. Но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающие очертания восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу? Я не зря приехал в Брайт-Фоллс. Ну, какая-то странная записка. НЛО для чайников. Полное руководство по наблюдению за неопознанными. Походу, это какой-то чувак, который вот так вот сидит и следит за НЛО. Ну, не знаю, насколько это нам поможет. Какой-то очередной сумасшедший. Хорошо. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies.
фрагменты рукописи взял. Хорошо. Угу. Что я могу с этим сделать? Я могу улучшить свой пистолет. Вот какому-то вот такому. Вот такой инструкции к эксплуатации. Хорошо, давайте посмотрим. Но тут вот мне всего 3. Они требуются, их очень много. Это значит, что я не смогу их использовать. Вот он мигает, да. Поэтому попозже исследую, что тут, кстати, можно... вот карта, да? Хорошо. Пойдем дальше. Так, и здесь я был уже. Но пойдем дальше. Походу я забежал в тупик. Да, это тупик. Окей. Так я здесь прыгал, походу. Нет, не здесь это было. Там был мост. Да. Вот тут его и поймали. Все, я понял. Вот тут его поймали. Вот тут я пытался зайти. Да. Будучи этим жирным чуваком, я вот здесь пытался спрятаться, помните? А потом пошел сюда. Значит, моя задача пойти в обратную сторону. Там меня поймают и убьют. Там, да. Значит, два варианта. Первый вариант пойти сюда, в этот дом. Но я в него так и не зашел, этот дом, по-моему, насколько я помню. Ну и что тут есть? They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Много мусора. Хорошо. Что у нас тут есть? Хлопья. Всякие баночки. Правда, ничего этого нет уже. Гитара. Сумка полная чего-то. И тут, походу, кто-то играл в карты. Рация. Смотрите, сколько добра осталось. Жаль, что я не могу это ничего взять. Вот тут я могу изучить. Так. Я сфотографировал весь этот стол. Предмет. Хорошо, мне это пригодится все. Окей. Я, наверное, больше ничего не могу с этим сделать. Посмотрим дальше. Тут что у нас? Не могу ничего фотографировать. Кстати, Ахма, я уже что-то слышал про такое Ахма. Баночка Ахма, да, это пиво, значит, местное. Это что такое? Ну, кстати, вот я не могу это трогать, но я могу это двигать ногами. Все эти предметы все-таки не декорация, а реально какие-то предметы. Оно закрыто, я понял. Так, давайте почитаем. Понедельник, 3.09, 3 сентября, видимо. Нет, они, кстати, это пишут, по-моему, 9... Да, 9 это сентября. Хорошо. Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он сам же и затоптал. На будущее обучить разведчика. Вторник. Докладывать нечего. Несколько животных, как всегда. Среда.
после наступления темноты появились охотники. Браконьеры? Слышал пару выстрелов, точно не наши. Надо присматривать за ними. А то забредут куда не положено. Угу. Ну, собственно, вот все, что я тут изучил. Идем дальше. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Ну да, в Огайо, походу, тоже кто-то что-то прятал. Так, здесь мы не нашли ничего, но мы сфотографировали стол. Ладно, возможно, это как-то пригодится нам. А куда здесь ведут эти дальше? Я тут тоже могу ходить, да? Я хочу сначала сходить туда, откуда пришел этот чувак. Прям вот вот к побережью. Он же там проснулся где-то в воде. Давайте туда сходим. Я точно не шел наверх, я шел откуда-то снизов. Можно это было здесь. Да, вот где-то здесь все и началось. О, что сделать? Ты забрал отсюда. Can't go any further. Water's too deep. Ну. Хорошо, значит тут ничего нечего смотреть. Уже солнце садится. А я все тут по лесам брожу. О, вот в этом доме не было. Так, что тут у нас такое? Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колден. Будь осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Блин, да, возможно, сейчас начнутся какие-то ужасы. У меня есть пистолет или еще что-то. Ну, они, наверное, ладно, меня обучат, как только это пригодится. Стрела. Это ведьма, да, живет? А это что? Ну, тут нечего брать и нечего фотографировать. Страшные звуки. Ладно, пойду я отсюда. Давай закроем дверь. Мидж мне сегодня сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь говорит. Родители хотят найти нормальную работу и дать ее в хорошую школу. В большом городе. Ну и правильно. Кто захочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? Какой-то школьник, что ли, пишет? Воскресенье. Короче, я признался ей. Сказал спасибо. Убейте меня об стену. Вчера ночью улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину у озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение, вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Возможно, это, кстати, наши школьники, которые видели, что здесь происходило. Так, а тут что у нас? Ну, еще патроны, да? А нет, не патроны. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of
You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Так. Еще один ланчбокс. Что с этим совсем делать? Пока не знаю. Но тут не пройти. А декорации здесь офигенные. Просто графика классная. Такой свет. Все круто. Блин, вот этот дом ведьмы на меня наводят мурашки. Он такой жутковатый выглядит, смотрите. Очень жутко. Прям реально на болоте, на каком-то. Такое себе. Здесь постараюсь провести как можно меньше времени. Пойдем дальше. И нам надо прийти теперь к... А, вот сюда вниз мы не... Нет, мы ходили вниз, там все началось. Сюда мы, значит, не ходили. Сюда мы не ходили, да, все верно. Давай посмотрим, что же здесь у нас такое. General Store. Кстати, вот мы в магазинчике-то и не были. Пойдем туда. А, были. Там все разнесено. Да. Тот дверь закрыл, я же ее открывал. Я здесь уже был. Здесь ничего делать. Так, итого. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. 14 лет уже никто не читает. Так, ну давай поговорю с своими коллегами, может они мне подскажут дальше делать. Что-то я запутался. Did you get lost, Anderson? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Locked. They really don't want people coming in here. Welcome back, Anderson.
I'll look around. See you in a bit. Take your time. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Вот тут я не был, давайте почитаем. Говорят, что озеро это кальдера, то есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещины. Но что если это не так? Что если это творение не природы, а рук человека? И не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали с определенной целью. Озеро — это тайник. Под водной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в том большом доме у озера, готовятся не пойми к чему. Уж я-то знаю. Ну да, и вот он какие-то даже рисуночки нарисовал тут, как все это работает. Все это писал карандашом. Хорошо, будем знать. Сумасшедший здесь жил. Жил на матрасе, спал просто, как собака. Спался вот этим вот спальником. Да, такая хижина в лесу. Давайте посмотрим карту, где мы были и где мы еще не были. Смотрите. Хижина ведьм. А, я понял, это вот тут было. Черпак ведьм. Вот тут мы не были. Понятно, что. Что, сходим вот сюда, в черпак ведьмы. Надо идти сюда, сюда, сюда. Идем. Правильно я иду? Да, правильно. Там на главную дорогу на какую-то сейчас выйдем. Главная дорога. Да, типа прямой. Вон туда. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Да, вот она, та самая хижина ведьмы. И если пойти вот куда-то туда дальше, там будет что-то другое с ведьмой связано. Как он называется еще раз? А, нет, это вот такая штука. Ну, тоже интересно, что здесь будет. Давай посмотрим. А, все, я вспомнил. Это детишки вот эти, которые писали. Хорошо. Нам надо пойти вниз куда-то. Так. И прямо туда. И где-то здесь будет что-то связанное с ведьмой. Прямой. Да, черпак озера Полтон. О, ничего себе, вот это деревья.
Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похожей на котел формы, однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое и назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может быть, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призвала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Слушайте, ну, похоже на самом деле на то, что сейчас происходит с моим трупом, дело, которое я расследую. Там тоже вырвали сердце. Но, и, кстати, вот, возможно, он был ФБР. Может быть, он и был шерифом? Так, где я здесь? Ну, мы сюда сходим. Давайте до конца рассмотрим пока что вот это красивое дерево. This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure, but you have to admit, this one is particularly interesting. Ну, тут ничего нету в этом дереве. Но это прям реально как американский парк с деревом Шерман. Так, ну что, я пришел сюда, и здесь вообще непонятно ничего. Ну, давайте пойдем здесь по... Сюда не пойду, это вода. Здесь мне не пройти, походу. Да, там не пройти. Ох, ну оно страшно, дерево страшно, реально. Так, надо почитать все улики, что тут есть.
good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Water Falls. Это невероятное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают ступку и пестик, подобные тем, которые по преданию пользовалась ведьма с озера Колдрон, чтобы летать по ночному небу. Ну да, походу здесь где-то есть ведьма, мы ее попозже увидим. Это наверняка. Давайте посмотрим на эту красоту. Тут где-то водопад есть. Вот отсюда не видим, но выглядит очень красиво. Хорошо. Пойдемте дальше. Не знаю, возможно, мы отсюда пришли. Скоро я уже буду разбираться в этой местности, как в своих пальцах. Мы здесь спустились, но не точно. Блин, так сложно не должно здесь быть. Бежать по тропе, смотрите, куда мы придем. Посмотрим, куда мы прибежим. Может, мы до машины дойдем? Come on, Saga. Time to get back to work. Типа нельзя уходить слишком далеко. Сага должна вернуться обратно. Хорошо. Ну, завал, значит идти надо сюда. Там даже не с кем разговаривать. Там только один этот мужик и все. То, что они написали рассказать о жертве, рассказать об убийце, ну что мы можем разузнать? Может быть, я могу уже сложить свои пазлы, которые я фотографировал. Да, можно, может и так. А тут все уже, все обошли. Вниз мы тоже ходили. К реке. Вот тут река. Похитили. Магазин, ведьма, палатка. Мы везде здесь были. Тоже были. О, тут, кстати, какие-то новые ролики есть. Пойдем туда сходим. Что-то мы далеко ушли. Так, а я откуда пришел-то? Стоп. Я тут я уже все знаю, как. Это я уже узнаю местность. Какие
новые реплики появились. Welcome back, Anderson. Новые реплики появились. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Все разделаю. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Все, пойдем. Пойдем. Так, доска. Жертва. Ну, теперь мы знаем, что за жертва у нас, смотри. Тортон. Имя жертвы Роберт Найтингейл. Кейси Найтингейл был в бешенстве, уволились в ФБР. «13 лет никто ничего не слышал о нем. Почему он вернулся? Где был?» Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Личность жертвы установлена. Походу, это один и тот же человек, да? Нет, это Роберт. Кейс. А, Найтингейл. Все, Найтингейл это жертва. Хорошо. Предумышленно или нет? Штатив. Как бутылки из-под пива. Дали за этим местом, выпивали, ожидая жертву. Странно. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Да, это интересно. Откуда пришла жертва? Интересно. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Тага может интуитивно обнаружить новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. Найтингейл. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too.
You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Как нам все это поможет? Понятно. Кофеек. Кофеек. This mug always cheers me up. Not the worst, mom. Ну да, интересная крышка. Это получается ее квартирка, да? Блин, классная хатка. Такая работяга. 4 улучшения. Досье. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Кейси, я понял. А, ну это мужик, с которым я только что сейчас разговаривал. Хорошо. 11 remaining. 11 remaining. Miss you, Пробуем kiddo. дальше. I'll be home soon. Ну, подожди. Casey's favorite brand. Tastes terrible. Почему она что, находится в доме в доме у Кейси? Что-то странно. Где ее дом? My first ever prank on Casey. A true classic. Карту только что видел, хорошо. Так, куда-то еще не был, да, поспорим. The Mile High Strangler case. Proud of that one. А, это, видимо, дело, которым она гордится и которое она раскрыла. Диплом за безупречную службу присвоен агенту Саге Андерсон. В 2019 году это был старший специальный агент Стейси Мэроу. Классно. Меня наградили. Так, ну что тут осталось? Видимо... Чего? Все, пойдемте тогда. А, подожди, тут еще что-то есть? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. А, это, видимо, ее мама, да? Так, по-моему, очень важно, чтобы Логан взрослее видела, как ты занимаешься любимым делом. Тем, что у тебя получается. Это многому научит ее. Как сейчас, порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже в рассудке. Но когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе и не забывай любить себя так же сильно, как твоя семья. Может, ты и не будешь идеальной, но я знаю, что ты прекрасно со всем справишься. Люблю тебя, мама. Какие теплые слова. Ну, что мы можем здесь? Пойду к доске зацепок. Тут что-то вроде дел есть. Алекс Кейси. Это интересно, это новое дело. Точки интересно. Дел показывает предметы информации, собранные сагой для отслеживания прогресса коллекции. Давай посмотрим. Ланчбоксы. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
все начинается с ланчбокса. У нас на будущее еще даже появились 2 фотографии. Ланчбокс, найденный рядом с хижиной ведьмы на озере Колдрон. И ланчбокс, найденный рядом с кемпингом на озере Колдрон. Зона озера Колдрон. В записке внутри упоминается некий Алан Уэйк. Что за чертовщина? Так, а тут что у нас? Right, false. Ну, уже здесь. В записке внутри говорится о вязании вещей специально для меня. Откуда ее автору знать, что я люблю вязать? Может быть, это просто совпадение? Да. Ну да, конечно же, просто совпадение. Кто их оставил повсюду? Всего 2 убийства, да? Я надел. Наденька пришел от озера Колдрон. Откуда пришла жертва? Вот от озера Колдрон. Видимо, пришел с озера. Почему сейчас? Почему спустя 13 лет? Где он был? Пошел. Ну вот я, собственно, все и узнал. Пойдем поговорим The с ним. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Да, подожди. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. Букеры? What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Как секвоя. There's a piece of paper on the ground. Что в нем? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley.
Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Чё, окей? Куда идти? Страшненько. Пойдем? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? You It's made all it about back. control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome.
Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Правильно, я бы тоже прогулялся. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hello. Hey, how's it going? Походу, я не со всеми могу говорить. Только с теми, кто знает какую-то информацию. Oh dear. Cute. Good to see you. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alana Uwaika, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and
He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Good to see you. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Who else to keep this Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned.
She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. See you around. Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. А что я могу так делать? Просто открыл, взял. Aye, ma'am. Да, I'm being странненько. serious, Nelson. Oh dear. Это I am как a все дома, tourist, походу. and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Так, надо прерваться на 5 минут. Попробую вывести комментарии прям через OBS. Секундочку.
Перед началом видео рекомендую посетить. Выйдет новое видео. Эту в описании. В этом видео мы или YouTube включить другие. Поэтому, ребят, шрифт, цвет и так далее. Я оставлю все по умолчанию. И после этого самое важное, нам нужно скопировать URL, настраиваемую док-панель браузера, и напишем любое название, например, мультичат. После этого переходим в URL и копируем нашу ссылку Ctrl-V. Ключ никому показывать нельзя. Нажимаем «Применить». У нас открылось меню мультичата, и давайте расположим его, к примеру, слева. И сделаем это окно немного побольше. Далее переходим в настройки, трансляции. Ну ладно, в следующий раз настрою, пока без этого, в общем. Так, поехали. Что у нас есть? У нас есть телевизор появился. Кассеты вставляются? Так, что мы нашли-то? Давайте посмотрим. Что мы нашли? Ух, тут я прям в кровь наступил. Ну что, мы пойдем в доску зацепок. И здесь у нас появилось новое дело, называется «Предыдущее убийство». Буки рассказали, что нападающие в масках оленей что-то пели и разрывали парня ножами на части. Так, разместить это можно, видимо, куда-то сюда. Портрет убийцы. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так, сейчас продолжим через минуту. Технический перерыв. Надо как-нибудь? А ходить надо как-нибудь? Мне только мышка нужна, или мне еще кнопки нужны? А у меня уже идет звук? Я уже говорю? Всем привет. Привет, подписчики. У нас небольшая замена в строю. Но скоро основной диктор вернется. А пока мы будем тыкать. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down.
Что в него входит? Что за код? Угу. Так, запас припасов разложен. Интересно, как давно? Угу. Все, что... These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Кроны культа на озере Колтрон, регион Брайтс Фоллс. Это схорон. Схорон? Что схорон? Схорон найден рядом с триллером. Запертый ящик с припасами оккультистов. Внутри нашлось кое-что. Чё, они посмотрели, что там внутри? Что внутри-то еще? Второй, да? Понятненько. Качиваться и... Ну ладно. Так, обойдем. Я так понимаю, что... Чё они так смотрят на меня все? Скажите что-нибудь. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. Интересно. Но это мы уже видели все. Нет.
Ладно. Да, мы можем, но зачем? Да, прозрачно, конечно. Нажать ничего нельзя. Таблетки. Нормально. Ну, хоть что-то. Can't be opened on this side. Меня, конечно, раздражает, что нельзя ничего. I can't force it open. Что ж у них закрытые двери-то повсюду? Ты говоришь? Все, просто слышишь. Погас. Там, блин, стоят трое балбесов, которые молчат, всю работу за них приходится делать. В целом, тупик какой-то. Скажите, может, мне? Ребье. Хорошо, ладно. Разума. И можем вроде. А я вот так и не поняла. Они вроде говорили, что у него там в сердце вытащено, и вместо него что-то заложено. А почему я не могу... Ну, и ничего с ним не могу сделать? Так. Я подсмотрел. Time to see what Nightingale's body can tell us. Убийцы оставили надпись на сердце. Как? Не могу разобрать. Давайте. Суть суставов указывает на долгое воде. В момент привязывания жертва была жива. Непонятно, когда тело раздуло. Да. Чё? Грудная клетка скрыта.
Герман подсказывает. Спасибо большое. На доске я не все раскидала, оказывается. Так, это мы идем вот сюда. Так я и думала. В ране находится какой-то предмет. Ну ты молодец. Смазанный текст под кожей жертвы. Это нам не видно, а вот... Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Надпись, вероятно, нанесена уже... Тело и сердце покрыты татуировками. Когда убийцы успели их нанести? Дед какой-то. Ну да. На теле синяки и раны от попыток защититься. Это, наверное, причина смерти. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Это они прям случайно оставили. Смерть явно наступила последствия травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. Страница. Тут фоточка лежит ее. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Так. Получается, это все разобрали. А, из-за того, что из колонок слышно. Наверное, так не должно быть. Ну все. А я еще не принесла чашечки. Принеси чашечки. На мужика можно теперь нажать. Эй. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light.
use it to get into the light. He's coming. Need to be in the light. He's coming. Need to be in the light. Ладно, мы тут разобрались, что надо идти на самом деле под лампочку туда сразу, а не стоять и ждать его. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Так, все плохо. Сейчас пойдем за пистолетом, постараемся его... He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished.
He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow Так, ну we я need to думаю make sense of прервать this. стрим на первой главе. И, возможно, начнем второй уже завтра на второй главе. Может быть и сегодня. Не отключайтесь. Тыры-ты-ты.